Весь последний год я вела дневник благодарности, и мне кажется, что это была одна из самых важных таких трансформационных практик прошлого года и того, что очень сильно на меня повлияло. Поэтому я хочу рассказать вам, что такое практика благодарности, как вести этот дневник, какой был мой опыт, и несколько советов-размышлений о том, как вести его более эффективно, чтобы получать лучшие результаты. Я не помню, когда я первый раз узнала о практике благодарности. Мне кажется, что это такая штука, которая так или иначе всегда фонит. Потому что если ты интересуешься саморазвитием, то не знать про практику благодарности, я не знаю, как это можно. Это очень распространенная штука. Но именно системный подход к ней у меня начался после марафона Димы Компаница. Я оставлю внизу на него ссылку. Он иногда проводит марафоны, и вообще у него там много про что есть видосы. Прошла я у него эту практику. Надо понимать, что это был конец семестра, у меня была сессия. И это был непростой момент, потому что я еще в этот момент пыталась поступать и искать магистратуру. И это было просто вот такое время. И у меня был очень большой внутренний запрос на что-то. Я не знала точно на что. Сначала это было связано с питанием. Я вспомнила про то, что есть такой человек, потому что я когда-то очень давно натыкалась на его видео, и в итоге вспомнила, пошла, нашла его, посмотрела. У него как раз начинался марафон тогда, и я прошла этот марафон. С первой практики я уже ощутила очень большой результат. До сих пор, каждый раз, когда я практикую, я поражаюсь тому, насколько это крутая штука. Итак, как практиковать благодарность? Что такое дневник благодарности? Дневник благодарности — это, по сути, что угодно. Это любая форма может быть. Это может быть бумажный дневник, электронный. Можно, наверное, вслух проговаривать, но мне кажется, что лучше всего писать. Во всяком случае, когда я пишу, я лучше понимаю себя. Практика благодарности помогает быстро ввести себя в состояние целостности и состояние осознанности. Как это работает? Есть такая штука, как гедонистическая адаптация. То есть я не задумываюсь о том, что у меня в местном магазине есть бананы, хоть они здесь и не растут, но кто-то их привозит, выращивает, раскладывает по полкам, и я имею возможность ими радоваться. И все эти штуки, они, с одной стороны, полезны эволюционно. Я думаю, это не новая мысль, что если бы этой штуки не было, и люди кайфовали просто от того, что у них есть, то у них не было бы стимула развиваться. Но это такая ловушка психологическая, что если ты перестаешь радоваться тому, что у тебя уже есть, а это естественно, ты в какой-то момент перестаешь радоваться тому, что у тебя уже есть, если ты не делаешь осознанный шаг к тому, чтобы радоваться. Если ты этому не радуешься, ты ощущаешь неудовлетворенность, и ты начинаешь смотреть на то, что есть снаружи. И вот эта тема про то, что на своем газоне трава не такая зеленая, как на газоне соседа, это вот отсюда ноги растут, что человеку в какой-то момент всегда становится мало того, что у него есть. Долгий разговор, но на самом деле практика благодарности, она на то и направлена, чтобы напомнить тебе о том, сколько всего крутого у тебя есть в жизни. Банально, если человек может посмотреть этот видос, значит, у него есть что-то, на чем его можно посмотреть. Значит, у него уже что-то есть, уже есть за что благодарить. Если человек может смотреть, значит, у него есть зрение, он может уже благодарить. Если он может это понимать, значит, у него есть разум, он уже может благодарить. И я очень часто замечала, что после практики благодарности, каким бы ни был день, что бы там ни происходило, ты садишься, начинаешь это писать, и просто так становится хорошо, так как будто цветок внутри раскрывается. И сидишь и так, боже, как же хорошо. Что бы там ни было, что бы тебе ни поставили по модулю, что бы тебе ни сказал препод, что бы ни случилось на работе, просто какой кайф, как хорошо жить. Теперь я хочу рассказать о том, что
в долгосрочной перспективе может случиться, потому что практика благодарности — это такая удивительная на самом деле штука, которая работает и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной это штука, которая может очень быстро тебя успокоить и очень быстро вот в моменте прям помочь почувствовать себя гораздо счастливее, но в долгосрочной перспективе это тоже очень рабочая штука, и как раз этой мысли я, кстати, мне кажется, не встречала. И мне это напомнило вступление из «Силы момента сейчас» от Хара Тале. Я думала вам зачитать, но тут такой длинный пассаж, что я лучше перескажу. Книга очень повторяется в своей структуре, там все время идет повторение одной и той же мысли. Он там все время говорит: и вот там вы в моменте сейчас, и вы в моменте сейчас, просто снова и снова и снова. И он здесь у себя в вступлении говорил о том, что это как какая-то, не знаю, мантра или медитация получается, что если это снова и снова и снова повторяется, оно как бы глубже проникает. И я это на себе почувствовала, потому что там к концу книги он уже когда опять говорил: и вот в моменте сейчас, я так просто: воу, да, я в моменте сейчас. Это было прикольно. Вот. И это можно объяснить с точки зрения науки очень просто, что если ты повторяешь что-то снова и снова, то нейронная связь становится сильнее, и тебе эту информацию легче в мозге как бы получать. Конечно, все не так просто, и про запоминание это очень длинная, большая отдельная тема, но если кратко, ну вот человек, он привык жаловаться, он все время жалуется, и в какой-то момент быть и выражать недовольство становится его как бы органической реакцией. И он привыкает эту призму носить в себе и воспринимать какие-то штуки через недовольство. Точно так же с благодарностью. Если ты привыкаешь благодарить, если ты привыкаешь все время видеть во всем причину для радости, твоя природная реакция на все будет радость. В какой-то момент у меня действительно что-то вот переключилось, и для меня стало органично на все быть благодарной. Вот даже на какие-то совсем не клевые штуки. У меня буквально пару дней назад был повод хорошо так разозлиться. Я сидела минут 15 в этом состоянии, когда ты такой весь: ух, ага, нехорошо, совсем. Угу. А потом вдох-выдох, вдох-выдох. Что случилось? И я понимаю, что, ага, человек, мой учитель, он указывает мне на мою нетерпимость, он указывает мне на мои все слабые стороны, на мой перфекционизм, на мое завышенное требование к людям. Он учит меня быть терпимее, он показывает мне, где я еще могу развиваться, куда еще могу расти, что окей, этот урок еще не пройден, и здесь нужно еще над собой работать. Я благодарна этому человеку. Я благодарна, что он рядом есть для того, чтобы указывать мне на эти вещи и помогать мне развиваться. И просто появляется абсолютно искренняя, такая прям цветущая благодарность к человеку и просто любовь к этому человеку. И просто спасибо, спасибо, что ты есть, спасибо. И я просто пошла и извинилась. Хоть неважно вообще, чья была вина, просто прости, пожалуйста. И спасибо, что ты есть. И это настолько искренне получается, и ты чувствуешь потом столько радости. Поэтому благодарность, она действительно не только в краткосрочной перспективе. Вот ты написал, тебе стало приятно, и там на какой-то час ты ощущаешь себя счастливее. Это штука, которая со временем становится твоей сутью, второй натурой, твоей органической реакцией на все. Это то, к чему стоит стремиться. И еще спустя целый год практики благодарности у меня, конечно, появилось немало мыслей о том, как ее более эффективно осуществлять. Потому что есть у нас в обществе такая тема, как вещизм. И, к сожалению, даже какие-то духовные практики ей начинают быть подвержены, потому что все больше мы получаем информации об этом не из книг,
из интернета, ну, как в данном случае. В интернете, мне кажется, вещизм просто цветет и пахнет, и очень сложно соответствовать своей сути, когда на тебя валится так много информации, романтизирующий процесс. То есть вот это должен быть такой весь красивый, начаться какой-то блокнот, где ты будешь каким-то там гусиным пером вот это выписывать свои благодарности. Это вообще никакой разницы не имеет. Сначала какое-то время я писала просто в блокноте, где у меня там все какие-то хаотические рабочие заметки. В итоге, спустя год практики, я поняла, что лично для меня нет ничего эффективнее самых простых заметок на телефоне, вот самых элементарных. Какое-то время мне нравилось вести этот дневник в специальном приложении как раз для благодарности, потому что мне нравился интерфейс, мне нравился шрифт и цвет и все остальное. Но я не знаю, заметки — это one love, это самое удобное, что лично для меня есть. И поэтому мне кажется, что очень важно в этой практике, как в принципе в любой другой практике, и в учебе тоже, нужно стараться искать тот способ, который самый органичный, который самый простой, который больше всего отзывается. Потому что если нужно себя заставлять как-то организовывать, то гораздо больше вероятность, что практика очень быстро сорвется. Еще, мне кажется, очень важно писать как можно более конкретные вещи. То есть не просто там «я благодарна, что у меня есть подруга Света», а говорить, что «я благодарна, что сегодня Света не только спросила, как у меня дела, но еще и там дала мне совет или проявила сострадание, или мне было очень важно, что она сказала вот это и вот это». Потому что чем в меньшие детали и подробности ты погружаешься, тем больше эффект. И третья штука, которую я заметила, мне кажется, важно не бояться повторений. В своем дневнике, например, каждый раз, когда у меня урок немецкого, я пишу себе в дневнике, насколько сильно я благодарна, что в моей жизни есть немецкий, потому что меня просто от него дико прет, и мне очень кайфово его изучать. Во-вторых, я постоянно пишу, как я благодарна за своего учителя, потому что я начала с ним учиться в тот момент, когда у меня уже почти опустились руки, и тут он появляется, и просто каждый урок — это кайф, это лингвистическое наслаждение, это погружение в язык именно так, как я хочу. Мы понимаем друг друга, я понимаю, как он объясняет, и это каждый раз кайф. И от того, что я это повторяю снова и снова, я не становлюсь менее счастливой. И в этом тоже прикол благодарности, что если ты осознанно относишься даже к тем вещам, которые постоянно повторяются, они продолжают приносить тебе радость. Надеюсь, что это было кому-то полезно, и что, возможно, вы вдохновитесь тоже заняться практикой благодарности, хотя бы попробуете. Возможно, кому-то это поможет вернуться на рельсы благодарности и опять продолжать заниматься этой практикой. Меня зовут Майя, я писатель, и здесь можно наблюдать за тем, как я двигаюсь в сторону литературы. Все, всем хорошего дня, пока.